Приветствуем всех! Кто-то поклонник немецкого фарфора от Майсон и КПМ, кто-то больше любит французский Севр, а два француза, химик Шарль Миро и художник золотых дел мастер Луи Петьон, уехали из Севра и стали работать на легендарной фабрике в Корце. Что это за фабрика, как и где она возникла, смотрите в первой и во второй серии нашего исторического сериала о легендарной фабрике XVIII-XIX веков, о фабрике в Корце. Ну а мы продолжаем повествование. Французы из Севра оказали большое влияние на стиль продукции фабрики в Корце. Посмотрите, как оно проявляется в форме чашки. Такая чашка называется гобелет литрон или просто литрон из-за сходства со старой деревянной кубической мерой, используемой для количественного определения соли, зерна, муки и гороха. Она и называлась литрон. Такую форму чашки изобрели на Северской мануфактуре еще в те времена, когда она располагалась в Винсене на окраине Парижа. Очень давно. И придумали ее крайне удачно. Форма элегантна и чрезвычайно удобна для росписи по фарфору. Стенки прямые, ровные, рисуй в свое удовольствие. Обратите внимание, что хотя форма французская, роспись очень самобытная, характерная для корецкого фарфора. Шарль Миро и Луи Петьон ввели на фабрике сложное искусство покрытия поверхности фарфора аполисцирующими красками, представили фоны с насыщенными темными цветами, узорами, имитирующими черепаховый панцирь и мрамор, так называемая мраморизация, с одновременным использованием богатой позолоты. Чашка высотой 6 см, ширина с ручкой 9 см и диаметр 6,7 см, а блюдце диаметром 13,8 см. И здесь имитация черепахового панциря. А вот мотивы с вкраплениями виноградной лозы. И добавляются геометрические формы и опять декор, имитирующий черепаховый панцирь. Отделка золотом. Шикарная ваза, вверху узор пальметта, а внизу орнамент акант. И снова фон с насыщенными темными оттенками, имитирующими черепаховый панцирь с одновременным использованием богатой позолоты. Обратите внимание на украшения хвата по бокам вазы. Они называются маскароны. Маскарон – это декоративный элемент в виде маски зверя, мифического существа, мифологического персонажа, помещаемый на изделия декоративного и прикладного искусства. Сосуды, тарелки, антабы – это дверные молоточки, ручки. Французы из Севра придумали не только имитацию черепахового панциря. В 1810-15 годах на фабрике начали производить предметы с декором, которые имитируют природные материалы, минералы. Здесь чашка, декор опаловый мрамор, как будто сделан из настоящего минерала. А вот мокопара имитирует красный мрамор. И обратите внимание, какая чудная ручка. Как думаете, какое животное изобразил на ручке художник фабрики? Другая пара, мы бы сказали шоколадница, имитирует черепаховый панцирь. Надглазурная роспись датируется 1815 годом. Высота шоколадницы 10 см, ширина 9,6 см. Чашка в форме кубка на круглом основании. Ручка высокая, вздернутая, в форме улитки. Декор – это надглазурная роспись. По всей поверхности имитирует коричневый черепаховый панцирь. Ниже края декор из золотых пальмет, окруженный двумя золотыми полосками. Позолота на ручке и на основании. Клеймо
око провидения с лучами и золотом надписью «Оржец 8» по-польски. Датировка около 1815 года. Как выглядели клейма фабрики «Корец» и конкретно «Око провидения», смотрите во второй серии нашего исторического сериала. Круглое блюдце для чашки с приподнятым краем и изящной формой, закругленный край, декор, надглазурная роспись, имитирующая коричневый черепаховый панцирь по всей поверхности. Ниже ободка по краю декор из золотой пальметы, окруженный двумя золотыми полосками. Диаметр 14,3 см, высота 2 см. В то время также были вложены значительные средства в модернизацию фабрики, что привело к временному отсутствию прибыли. Хотя инвестиции были необходимы, отсутствие прибыли вызвало недовольство акционеров. Возможно, именно это способствовало смещению Шарля Миро с должности управляющего в 1807 году. Однако перед своим уходом он уговорил князя Черторийского построить в городнице фаянсовую фабрику. Да-да, это именно та городница в Житомирской области, которая, к сожалению, была закрыта в 2012 году. Так вот, постройка этой фабрики позволила фабрике в Корце специализироваться исключительно на производстве фарфора. Пост управляющего фабрики занял Луи Петьон. Инвестиции, организованные его предшественником, уже стали приносить результаты. Фабрика выплатила долги, оправилась от кризиса и снова стала приносить доход. Стиль производимых изделий не изменился. Влияние французских образцов было очевидно. Так что же это за посуда, компотьер? Мы обещали рассказать. Классический европейский компотьер XVIII века – это неглубокая чаша размером с десертную тарелку. В компотьерах подавали печенье или вареные в сиропе ягоды и фрукты, а также компоты и десертный крем. Чашу могли накрывать колпаком или хрустальной крышкой. Сквозь мерцающее стекло с тонким золоченым декором сладости выглядели особенно привлекательными. Компотьеры делали из фарфора, серебра, стекла, хрусталя, и они могли быть самых разных форм: квадратные, овальные, круглые, восьмиугольные, ромбовидные, иногда в виде раковины или листа. Затем появились компотьеры, похожие на круглые вазочки. В России прижились все эти варианты. И лотки разных форм, и неглубокие чаши на плоском основании, и небольшие вазочки на ножках разной величины, с крышками и без. При этом в России компотьерами считались в основном предметы из фарфора, а чаши из стекла называли компотницами. Вот это тоже, возможно, компотьер. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Высота 9 см, диаметр 19,2 см. В центре композиции роскошный букет в вазе. Причем роспись с двух сторон разная. В 1810 году умирает основатель фабрики князь Юзеф Клеменс Черторийский. Вначале это не отразилось на деятельности процветающей фабрики. Она продолжала работать стабильно как в финансовом, так и в организационно-производственном отношении. Но все же именно смерть князя считается переломным рубежом в деятельности мануфактуры. После уже никто не смог возродить былую славу корецкого фарфора. У князя не было сыновей, наследниками стали 5 дочерей. Фабрика перешла к дочери князя Марианне, которую не особо заботила судьба фабрики. Ох уж эти женщины! Из-за болезни Марианна не покидала Варшавы и поэтому не могла распорядиться унаследованным имуществом. Душеприказчик, исполнитель завещания, Евстахий Сангушко, муж Клементины, еще одной дочери князя Черторийского,
Интересовался производством, был акционером Корецкой фабрики и желал ей дальнейшего процветания. Он стремился обменять наследство своей жены на Корецкую фабрику, и хотя его усилия не увенчались успехом, Евстахий Сангушка взял фабрику под свою опеку. Чашка подглазурная роспись, золочение глазурь. Высота 6,2 см, ширина 8,3 см. Чашка цилиндрическая с прямоугольной ручкой. Украшение на белой поверхности брюшка по оси в виде медальона, очерченного жемчужным орнаментом, силуэтом бюста Иеронима Сангушка, отца Евстахия Сангушка. Ниже позолоченного края расположены небольшие полоски орнамента черного и золотого цвета. Клеймо «Корец» черным цветом. В период, когда фабрикой управляли французы из Севра, изделия были высочайшего качества с богатыми декоративными мотивами. Луи Петьон оказался хорошим управляющим. Он занимал пост управляющего фабрикой более 20 лет, до 1828 года, оставаясь на своем посту даже во время бурных наполеоновских войн. В то время фабрика выпускала в основном роскошные столовые и кофейные сервизы, тарелки, жардиньеры, вазы и подсвечники. Посуда имела изящные линии в виде соусниц лодочек и чашек с ручками с закругленной спиралью верхней частью, выступающей над туловом, с закругленной ручкой и пластинками с ажурными краями. В живописи основным декором по-прежнему оставались цветочные мотивы с вкраплениями ветвей виноградной лозы, листьев, желудей и фруктов. Использовались также декоры в виде пальмет, меандров, гирлянд и цветов. Высота 5,2 см, ширина 15 см. Молочник или чайник для заваривания чайной настойки, круглый, сильно приплюснутый, с высокой, сломанной под прямым углом ручкой и широким открытым вверху носиком. Оформление по краю в 6 полях, окруженных более широкими и узкими полосами, ветка виноградной лозы с золотым листом и гроздью фиолетового винограда. Край носика и край ручки выделены позолотой. А вот еще один очаровательный молочник. Обратите внимание на ручку. То ли веточка, то ли рыба, то ли голова птицы. А в декоре нежные голубые цветочки, васильки. Типичными корецкими предметами являются декоративные вазы, украшенные миниатюрами. Вазы в форме амфор украшались разноцветными пейзажами в итальянском стиле, морскими видами и мифологическими сценами. Посмотрите, какая сложная ручка, как будто стебли с листьями. Очень необычно. А вот ваза уже другой формы. Ваза с двух сторон, украшенная разными миниатюрами техники гризаль. Вы же помните, гризаль – это рисунок, выполненный оттенками одного цвета. И здесь это цвет сепия, серо-коричневый. Прибрежный пейзаж. Ваза-кратер высотой 36 см, шириной 22 см. И опять маскароны. Головы баранов, правильно? И опять в декоре орнаменты акант и пальметы. И роскошный желто-горчичный оттенок основного цвета вазы. И еще одна ваза-кратер высотой 37,5 и шириной 29,3 см. Не обошлось без маскарон. Кстати, напишите, вам нравятся такие элементы в вазах? Но первое, что бросается в глаза, это, конечно, основной цвет вазы. Мраморизация в роскошном цвете чароита. Вы ведь знаете этот минерал? Чароит.
чарующий, прелестный. А форма ваз отсылает нас к древним вазам-кратерам, от греческого «смешиваю». Древнегреческий сосуд из металла или керамики, реже мрамора, для смешивания вина с водой. Согласно обычаю, древние эллины смешивали одну часть вина с двумя частями воды. Такая смесь хорошо утоляла жажду в жаркое время суток. Представляете? Пить неразбавленное вино считалось дурным тоном. Вот так. С 1815 года, кроме растительных узоров, художники изображают лесные ягоды и любимый декор – земляника. Надглазурная роспись, золочение, высота 5,8 см, диаметр 6 см. Цилиндрическая чашка с закругленной ручкой. Украшение в виде 3 веточек с земляникой. Одна с 3 плодами, вторая с 2 и третья с 1. По тулову чашки. Нам видно только одну сторону. В 1814-16 годах на изделиях ставилось клеймо в виде надписи «Кожец» различных цветов и штампа даты в массе, состоящей из 3 цифр. Позднее применялась рельефная надпись «Кожец», нарисованное клеймо «Око провидения» и надпись. В 1827-1831 годах применялось клеймо «Око провидения» с надписью «Кожец» или «Корец» с твердым знаком на конце на польском или русском языке и цифрой под ней. Один из любимейших декоров мастеров фабрики – васильки. В то время такой декор был очень самобытным, присущим именно Корецкой фабрике. Западные мануфактуры стали использовать декор с полевыми цветами, в том числе с васильками, значительно позднее. Кстати, у нас есть немецкий фарфор с васильками. Предметы не старинные, скорее винтажные, но тоже очень милые. Полюбуйтесь на них. Ссылочку на видео оставим в описании. Использовались также пейзажные мотивы. Вот чашка, высота 6 см, ширина 6 см. Видите, опять в технике гризаи. Такая роспись выглядит очень изысканно и благородно. В 1830-е годы произошел упадок и падение славы корецкой мануфактуры. В 1831 году из-за военных действий во время Ноябрьского восстания фабрика приостановила свою работу. В дальнейшем, вследствие нерешенных вопросов с наследством князя Черторийского и претензий наследников, которым не нравилась опека над фабрикой Евстахия Сангушко, обиженный Сангушко, который до этого больше всех наследников заботился о фабрике, отошел от интересов ее. Это, к сожалению, и определило судьбу фабрики. В 1832 году Корецкую фабрику закрыли навсегда. Вплоть до 1847 года распродавались залежи продукции со складов. Что такое конфар? Где можно увидеть корецкий фарфор и сколько он стоит на аукционах, мы расскажем в 4-й, заключительной серии нашего увлекательного сериала «Путешествие» о легендарной фабрике Корец. Да, и посмотрим еще много роскошного фарфора. Оставайтесь с нами. И чтобы не потеряться, не забудьте подписаться. До новых встреч! А мы ждем вас в комментариях. Давайте общаться. Пока!